Всем привет! Добро пожаловать в мою маленькую домашнюю мастерскую. Это новый вязовлог. Сегодня я хочу с вами немножко поболтать, показать вам свои процессы, показать немножко покупок, рассказать о планах на мастер-классы, показать, естественно, готовые игрушки, которые у меня связались. Давайте начнем с процессов. Я, девочки, вернулась немножко к вязанию спицами. Не вязала спицами уже 2 года, а то и больше, по причине того, что у меня началась аллергия на шерсть. Я не могу вязать спицами из шерсти и полушерсти. Для меня это мука, у меня сохнут руки, они трескаются, они чешутся, они такое ощущение, что вздуваются, не знаю. Короче, не могу вязать шерсть из шерсти, также не могу ее носить на себе. Чешется абсолютно все, но вот 2 года прошло, мне очень захотелось, купила я, нашла пряжу турецкую. Вот. И у нее состав 5% альпака и 10% шерсти. Я когда была в магазине, я подержала ее в руках, походила, посмотрела ассортимент, носила ее в руках, минут 20 ходила, и то и больше гуляла. Вроде норм. Вроде ничего не чешется, купила себе, начала вязать себе свитер. Вот такой обычный, самый простой, с высокой горловиной, регланом сверху. Вот. Захотелось мне такую кудряшечку себе связать. В продаже я ничего такого не видела. Я искала, на самом деле, себе сразу свитер такой, чтобы купить его. Из акрила. Из акрила я вязать не люблю. Вот. Но ничего такого нету. Нашла вот эту вот буклированную пряжу турецкую, шерсти. Там получается в общей сложности 15%. И связала, девочки, до смешного. Связала горловину, надела ее на себя, ходила по дому в этой горловине. Час, может, вроде не чешется. Я очень надеюсь, что я его довяжу. И очень надеюсь, что я смогу его носить. Потому что мне безумно нравится. Я уже 100 лет не носила вязаные вещи, потому что не могу их носить. Мне все чешется. Вот, но вроде как это все очень даже неплохо. Не колется, не чешется. Никакого раздражения нету. Так что, когда будет готов, я надеюсь, что он будет готов, я обязательно вам покажу результат. Вот. Не знаю, почему началась аллергия. Вязала до этого очень много лет. Наверное, ну вот последние 13 лет я вязала очень много. Когда у меня родился первый сын, ребенок, я вязала, ему вязала, себе вязала. Потом в моду вошли длинные кардиганы, я их вязала. У меня они были разные, абсолютно с разными узорами, разных фасонов, из разной пряжи. Но вот началась такая ерунда, перестала вязать. Не знаю, почему так началось. Возможно, какой-то гормональный сбой, возможно, накопительная аллергия. Знаете, вот так вязала, она потом бац и вылезла. Не знаю, в чем причина. Руки очень долго лечила, причем назначали гормональную мазь, обычные не помогали. Но пока вроде вот пару дней уже вяжу, по чуть-чуть, но пока вроде ничего нету такого. Надеюсь, что и не будет. Фу-фу-фу. Держите за меня пальчики. Надеюсь, что такого не будет. Дальше. Из покупочек хочу вам показать. Я же вам снимаю мастер-классы. У меня есть мои любимые чулочные Knit Pro. Я их очень люблю, но камера во время мастер-классов, во время съемки висит низко, и ими вязать не очень удобно под камеру. Они упираются. Поэтому я купила себе, у меня когда-то были, когда я еще вязала спицами, такие чулочные на леске спицы. Купила самые бюджетные на Валберес, довольно-таки неплохие спицы, крепление хорошее, нигде не цепляется ничего. Там набор, он что-то около $3, наверное, стоил, не больше, может даже меньше. Из 4 размеров. Один у меня уже в работе размер, я их тестирую, и мне нравятся, нормальные, хорошие, бюджетные спицы. Оставлю ссылку вам в описании на них, кому интересно, кто тоже хочет попробовать. Вот, можете попробовать. Начала я вязать этими спицами кое-что для кое-кого. Связался у меня вот такой медведь. Такой он классный, такой он плюшевый, такой щекастый. Давно не вязала медведей-зайцев. У меня есть на зайца платный мастер-класс на Бусти.
В сообществе на YouTube есть статья, там есть ссылка на Boosty. Кто хочет, может перейти и приобрести этот мастер-класс. Там я в нем показываю, как вяжу зайцев таких плюшевых и медведя в том числе, но он другой. А мне захотелось связать такого вот прям карапуза щекастого, пузатенького, с большими лапками. Вот. И зайца я планирую тоже такого связать, такого формата. И будет на этого медведя мастер-класс. Кто видел, у меня в шотсах есть, ну, я выкладывала короткий ролик с этим мишкой. Он там в черном костюме спортивном, сшитом. Я, девочки, не швея. Я шить умею на машинке, но строить правильно выкройки я не умею. Все выкройки на игрушки я брала у игрушек своей дочки, у кукол, и перерисовывала выкройки с их одежды на бумагу и просто по ним и шью, подгоняю. Поэтому как шить одежду для таких игрушек я вам показывать не буду, я в этом не мастер. Вот, сама шью как могу, как умею. Но сейчас я вяжу для него вот именно на этих спицах. Я их тестирую, начала. Свитерок будет у него и штанишки. Я буду снимать на него мастер-класс, буду снимать на самого мишку мастер-класс и буду снимать мастер-класс на одежду для него. Он будет в свитере и в штанишках. Вот я тестирую как раз вот эти спицы. Скоро начну в круговую вязать. Мне они нравятся. Вот, так что мастер-класс на медведя обязательно будет. Вы мне писали, будет. Точно будет. Но сначала у нас будет мастер-класс на драконов. На вот этих драконов. Смотрите, какой у меня вопрос. Эти драконы оба, они связаны одинаково. Просто пряжа разная, поэтому этот кажется меньше, этот больше. И тут тело связано чуть по-другому из ножек, да, поэтому он кажется чуть пухлее. Ну а так связаны они одинаково. Головы у них связаны одинаково, ручки связаны одинаково, ножки одинаково, хвосты тоже одинаково, крылышки, все, ушки, рожки, все связано одинаково. Единственное отличие это то, что здесь из ножек выходит тело, а здесь из хвоста тело, и потом ввязываются ножки. То есть вот буквально вот в этом разница. И у меня такой вопрос. Снимать два разных мастер-класса, либо в одном мастер-классе просто показать два варианта тела. Я считаю, это будет более правильно, потому что ну, как-то два мастер-класса одинаковых. Я буду вязать в любом случае две таких игрушки, и мне несложно записывать процесс на камеру. Вот. Но как будет вам удобнее? Две в одном мастер-классе или на обоих дракончиков снять отдельные мастер-классы? Вот в чем вопрос. Пишите комментарии под этим видео в комментариях, как вам будет удобнее. Еще из покупочек я вот, видите, дракончиком этим в лобик пришивала. Вот у меня маленькие такие стразики эти были. Я купила еще большие, но они, мне кажется, очень большие. Хотя, сейчас я их открою. Хотя, если как-то обыграть, может и не сильно большие. Ну, мне они, в принципе, не очень нравятся, как они смотрятся, как они переливаются, они поцарапанные какие-то. Я купила еще другие. Вот такие пришивные. Из таких, я знаю, делают очень красивые всякие разные брошечки с бисером. Но вот я купила вот такие еще камушки. И я думаю, я буду пришивать такие. Купила пока 3 на пробу. Вот такой фиолетовый, фиолетово-розовый, беленький и розовенький. Вот. Такие камушки купила для дракончиков, для этих. По поводу мастер-класса пишите внизу. Буду прислушиваться к вашему мнению, как вы считаете, как лучше. Так, на драконов, на вот этих тоже вышел мастер-класс. У них тоже, видите, во лбу стразик. Я решила, их сейчас будут ярмарки, сейчас надо их будет много вязать. Они недорогие, и как дополнение к подарочку, я думаю, что они пойдут как горячие пирожки. Купила вот такие подвесочки в виде елочек. И я думаю, кому-то из них крепить бусинки, а кому-то просто купить тоненькую ленточку. У меня тоненькой нету. И просто как подвесочку вешать на шею елочку такую. Мне кажется, тоже классный вариант.
Вот. Дальше из покупок, еще связанных с этим дракончиком, купила вот такую пряжу. Это от Della Brilliant. Это полиэстер. Ну, мне просто захотелось что-то... У Крисмаса нет такого кипельно-белого цвета. И мне захотелось именно, чтобы беленькое было. Вот купила эту Андель. Попробовать. Номер партии, а номер 01 белый. Адель Бриллиант. Это вообще она чья? Я даже не смотрела, чья она. Просто увидела, что мне подходит. Импортер. Австралия. Австралия? Что непонятно, что не понимаю. Импортер. Ну, произведено под техническим контролем Австралии. А изготовитель... Китай. Китайская пряжа. Вот. Так что буду пробовать, тоже буду их вязать, показывать вам в коротеньких видео. Вы сможете увидеть, как будет смотреться вот эта пряжа на таких дракончиках. Дальше мое большое разочарование. В одном из мастер-классов я вам говорила, что хочу купить бамбуковые крючки и попробовать ими вязать. Где не летел? И не будет ли скрипеть на них пряжа. Пряжа не скрипит, но крючки. Это первое попавшееся, что попалось мне на Валберис. Первый попавшийся набор. Девочки, это такие ужасные крючки. Во-первых, они плохо обработаны. Во-вторых, вот эти вот острые головы, ими вязать вообще неудобно. Я планирую взять крючок вот 4, отшлифовать его, закруглить голову эту и придумать ему какую-нибудь ручку, потому что я без ручки вязать не могу. Какую-нибудь ручку из полимерки, или у меня есть самозатвердевающаяся глина, или из эпоксидной смолы. Придумать какую-то ручку, чтобы хоть как-то использовать, чтобы не зря выкинутые деньги были. Но вот особенно там номер 2. Это вообще, девочки, это просто зубочистки. Ими даже страшно вязать. Мне кажется, ты начнешь вязать, отскочит в глаз, сломается пополам, без глаза останешься. Не советую. Если вы знаете какую-нибудь фирму, которая делает нормальные, качественные, хорошие, удобные бамбуковые крючки, пожалуйста, оставьте мне, пожалуйста, в комментариях название, не знаю, там артикул, если они есть на Валберис, на Озон. Но это просто какое-то, не советую. Это вот самые бюджетные, первые попавшиеся, вот все вот эти вот объявления, которые попадаются, когда вводишь бамбуковые крючки на Валберис. Дальше, конечно же, связался у меня котейка-тянучка. Конечно же, будет на него мастер-класс. Сейчас будет мастер-класс на плюшевых драконов, потом будет на кота-тянучку мастер-класс. У меня сейчас в разработке мастер-класс на обезьянку-тянучку. Она, скорее всего, будет круглая. Вот, я задумала ее круглой, как лягушка. И тоже будет обязательно, покажу вам. Но вот после плюшевых драконов будет мастер-класс на котика-тянучку, потом будет мастер-класс на мишку. Вот, пока буду это все снимать, будет разрабатываться еще мастер-класс на такого плюшевого зайку. Естественно, тело у него будет плюс-минус такое же, как у мишки, но голова чуть-чуть другая. Мордочка. Вот, так что ждите мастер-класс на котика-тянучку. По поводу комментариев про дракончиков напишите, пожалуйста, потому что я уже в пятницу планирую, пятницу-субботу планирую начать съемку мастер-класса. Снимать мне обоих драконов или можно снять одного и вставить отрывок, как я вяжу тело другого. Так, и что еще хотела, что-то упало, что еще хотела вам показать, вот этого пингвина. Мне он очень нравится, мне очень нравятся лапки, мне очень нравится тело, мне очень нравится хвостик, крылышки, форма головы мне нравится, но мне не нравится вот эта вот белая часть. Мне кажется, она не закончена, мне кажется, ее надо вязать отсюда прямо и до конца белым. Мне так кажется. Мне вот что-то в ней не нравится. Мастер-класс на такого пингвина будет обязательно тоже, но пока я не придумаю ему голову, пока она меня не устроит, я не знаю, я
буду вязать ее, сейчас перевязывать, но мне не нравится вот эта вот голова. Мне надо с ней что-то сделать. И обязательно потом будет мастер-класс, потому что уже все время к Новому году надо готовиться. Пингвины — это must-have на ярмарках. Они продаются так же, как и олени, как горячие пирожки. Но вот я смотрю на него, и мне не нравится его голова. Вот именно вот вывязанная вот эта белая часть пока не нравится. Буду что-то думать. Когда придумаю, обязательно тоже на него будет мастер-класс. Вот такие у меня сейчас заботы. Кстати, вы спрашивали у меня такие интересные вопросы, мне задаете. Точнее, не вопросы, пишите мне комментарии. Остановитесь, я не могу уже вязать, я устала, руки болят. Как у вас не болят руки? Я вяжу, девочки, уже 13 лет, я вяжу, практически каждый день. Я домохозяйка. Делаю домашние дела, потом у меня дети в школе, день свободный. Безусловно, я там куда-то езжу, отдыхаю, но особенно сейчас начинается сезон осенне-зимний, когда не особо хочется из дома куда-то выходить, и ты сидишь дома один, дети в школе, у тебя есть 5 часов, вот я завожу младшую в школу, и у меня есть 5 часов до того, как ее забирать. И вот 5 часов вот, они ни туда, ни сюда, и, естественно, включается телевизор, а просто сидеть и смотреть телевизор я не могу, мне надо что-то делать. Ну, естественно, я вяжу. Или книжку включаю. Я фанатка ромфана российского, я очень люблю российских авторов, романтическая фантастика, я включаю аудиокнижку. Безусловно, я люблю больше печатные книжки, но они стоят как крыло самолета. Я книжку одну читаю за один день. Книжка стоит в среднем $10. Не напокупаешься, правда? И приходится слушать те, что есть в открытом доступе, аудиокниги, потому что я без книг не могу. Я люблю фантастику, люблю романтическую фантастику, особенно люблю российских авторов. Не только российских, из зарубежных тоже. Вот мне, например, Кассандра Клэр очень нравится. Если знаете, фильм такой был снят «Орудие смерти», сериал есть. Их я не смотрела так, чуть-чуть, мне не зашло, я больше книгу люблю. Вот все в этом роде, это моя тема. Всякие сказочные существа, дракоши и так далее и тому подобное. Я еще не дорвалась до сказочных существ всяких необычных. Я пока вяжу более реальные игрушки, типа пингвинов, котиков, зайчиков и медведей. Но ждите, скоро я, наверное, мне кажется, уже дорвусь до всяких эльфиков и всяких сказочных зверят. Вот. Спасибо за то, что вы со мной, спасибо, что смотрите меня, спасибо, что вяжете по моим мастер-классам. Буду благодарна вашим пальчикам вверх, вашим подпискам.